Всем привет, это опять я. Наконец-то я созрел для видео в формате сбор каких-нибудь морепродуктов на берегу моря. Вся загвоздка лишь в том, что штормов нет, стоит тихая, спокойная погода. Но я залез в карту отливов и понял, что этой ночью, в 2 часа ночи, очень крупный отлив. Прям вода уходит очень хорошо, все осыхает. Те места, которые ранее были недоступны даже в нормальные отливы, сейчас осохнут. И самое время сходить посмотреть, что там, собственно, на поверхность вылезло. Поэтому я вот сейчас вот прогреваю машину. И где-то к часу ночи я должен оказаться на берегу моря и походить пособирать. Это не какая-нибудь блажь. Дело в том, что днем будет прилив и вообще ничего не соберешь. Поэтому хочешь собирать — ходи ночью, либо вообще не ходи. Ну и отдельное спасибо всем спонсорам канала на YouTube и всем спонсорам канала на Бусти. Ребята, спасибо. Благодаря вам выпуски продолжают делаться. Жму руку. Поехали. Может, удача улыбнется и чего-нибудь насобираю. Сейчас машину вот прогрею. Поеду. А вот и первая находка. Не знаю, как видно вам, но мне видно, что под травой спрятался открывшийся гребешок. Да, так и есть. Тут же пытается захлопнуться. Вот видите, оп. Отлично. Ну, насчет первой находки я приврал. Я пока вот первый гребешок искал, я уже успел 2 устрицы найти. Буквально стоило 10 метров пройти. Ох, как брызгается-то. Как еще один гребешочек лежит. Ну, знаете, что-то это как-то не к добру, что сразу по нескольку гребешков так. Как бы вообще не остаться с нулем. Ну, пока плохая примета не срабатывает. Вот. Буквально 5 метров от предыдущего гребешка, уже 3-й. Вообще отлично. Только этих гребешков сгрузил в ведро. Еще один лежит, 4-й уже. Маленький, правда, ну, такой не прям карлик. Сойдет, сойдет. Главное, живой. Ну, что я скажу. Несмотря на пессимизм, ведерко потихоньку заполняется. Еще один гребешочек. Уже прям, ну, хорошо. Даже трубачик рядом. А вон ползает на дне водорослевый краб. Ну, трубачик слишком маленький, а краб слишком бесполезный. Поэтому их не возьму. А вот с морскими ежами главное быть на опыте. Сейчас вот шел, а на морском дне лежит вот такая вот конструкция. Как-то просто, ну, я просто на глаза попалось, что такое странное, неудобное нагромождение. А нагромождение у нас любит делать только один еж. И вот такой довольно крупненький морской ежик. Несомненно, в добычу. Вот еще один гребешочек. Нашел себе тихую лужицу. Прокатись-ка на ведерке. Вот интересное местечко. Тут как бы и гребешок лежал, а вот тут возле ведра какие-то трубачевые дела. Что трубачи тут что-то лопают. Правда, ракушек не видно. Так, я еще где-то 3-го тут видел. Они все, заразы, маскируются. Просто так на глаза не попадаются. Ведерочка потихонечку наполняется. Это не может не радовать. Ежей я постоянно перекладываю выше, чтобы их гребешки не давили. А вот здесь получилась комбинированная точка. Сразу увидел 2 гребешка. О, и кажется, устричка. Нет, к сожалению, пустая устричка. Вон гребешок, правда, в лужице. Вот его из лужицы придется доставать подсадчиком. Вполне себе
живой рабочий гребешок. Так, ежей повыше, гребешков пониже. Ну, уже неплохо. Вот какой хорошенький лежит. А я пока суть до дела-то уже почти полное ведерко-то наколупал. Неплохо. И да и тяжеленькое такое. Сейчас в кадре отчетливо видно несколько камбал. Вот здесь вот две лежат друг на друге и закапываются в песок. А вот эти просто лежат. И вот там вот с краешку вон еще одна камбалка лежит. Это мелочь пузатая. Ради них даже стараться не стоит. Так, просто посмотреть, понаблюдать за ними. Сейчас подошел к одной луже. Где этой камбалы, не знаю. Вот она, лужа. А вот две камбалы и одна рыба-лисичка у края. А, вон там еще, ой, сколько ее лежит. Ну, тут, наверное, не знаю, полтонны этой мелкой камбалы было. И она от моего подхода резко вся перепугалась и заплавала. И одна вот, которую в руках держал, она в страхе аж выскочила на поверхность. Так, ну-ка. Так, развлечения ради. Ну, поймал. Камбалыга. Так, а где рыба-лисичка? Что такое? Не посмотрим на лисичку? А, нет. Вот рыба-лисичка. Так. Вот это вот. Ну, не прям там рыба-лисичка называется, как-то морская лисичка, что ли. Вся напрочь как создана из костей. На ней почти-то и мягкого ничего нет. Она все твердая, деревянная. Ну, одним словом, бестолковая рыба. Зато в плане красоты прикольная. А вот сейчас мне, можно сказать, немножечко даже повезло. Перед вами довольно... Ну давай, тихо, браток. Дай мне тебя показать людям. Повидать о тебе миру. Это перед вами рыбка называется японский волосозуб. Хотя, может, и не японский, может, просто волосозуб. Вообще, за всю жизнь он мне попадался, ну, раз 10-15 на удочку. И то очень ограниченное время. По-моему, только и по первому льду, и по последнему. Остальное время он просто меня игнорил. Это прекрасная, вкусная, жирная рыба. И видите, с нем молоки вытекают. Видно, он участвовал в нересте и маленечко отощал его вот сюда. Да, вот молоко брызжет. Его вот сюда на мель и вытащила. Я что-то, знаете, не хочу проявлять великодушие и отправлять его на мель, потому что волосозуб очень вкусный. Я вот этого, пожалуй, гаврика возьму в улов. Только я порадовался первому волосозубу, как тут же к первому в компанию попался второй волосозуб. Вообще прекрасно. Вот еще одна занятная тварь. Пятиугольный волосатик. Точнее, их тут два. Один из них самец, один самка. Кто есть кто, не знаю. Ну, не будем мешать свадьбе. Оставим их в покое. В луче фонарика виден как маяк. Хороший гребешочек. Так-то у меня уже все. Полна коробочка и два волосозуба в придачу. Надо в отдельный пакет сейчас сгружать, чтобы продолжать собирать. Я уже сходил на берег и в пакет выложил большую часть ведра. Ну, кроме ежей, чтобы они колючками не порвали пакет. И снова пошел за гребешком, а он вот тут лежит, никуда не делся. Интересно, сколько его тут еще? Не весь гребешок лежит на сухом, часть лежит все-таки в воде. Руками там я не достаю, приходится работать под саком. Неплохо получается пока. Вот так выглядит уже окончательный результат. Вот здесь в пакете чисто гребешок и два волосозуба. Оба еще живые, кстати. Вот здесь вот сверху гребешок, снизу
пара ежей, немножечко устриц, трубач. Ну так, итого суммарно примерно 2 полных ведра. Я доволен. Минус в том, что, конечно, не успел реализовать потенциал весь места. Меня прилив выгнал с рабочих точек. Но я все равно очень и очень доволен. Пора домой. Тем более время уже даже не ночь, а уже время ближе к утру, по-моему. Хотя я на часы еще не глядел. Я уже дома. Сейчас буду пытаться все это очистить. Вот всего лишь 3 устрички, 3 трубача, 4, 4-й спрятался. И пара ежей. Но это как бы не то, зачем ходил. Главное, это все-таки были вот эти вот ребята, которые пшикают. Ну и прекрасным бонусом стал волосозуб. Волосозуб, я так понимаю, называется за то, что у него какие-то маленькие такие, прям волосяной тонкости зубки. Хорошая рыбка. Сейчас буду чистить и жарить. Я пока разделывал гребешка, успел так налопаться сырого, что теперь даже не особенно-то и хочется. Поэтому сейчас вот для жены и для детей поджарю в сухариках. Но волосозуба очень хочу попробовать. Все-таки еда детства. Очень интересно вспомнить этот вкус. Весьма любопытно, каким получился на вкус волосозуб. Жалко маленький. За годы ничего не меняется. Очень нежная, вкусная, жирная рыба. Жалко только одно, что, конечно, допустим, в Японии она промысловая. У нас тоже ее много, но она почему-то там не ловится, не клюет. Массово именно никому не попадается. Хотя вот сейчас в ноябре повсеместно море начнет выбрасывать икру волосозуба везде. Так что у нас его много. Но почему вот не получается ловить, неизвестно. А теперь мой любимый аттракцион. Аттракцион называется «Перемели что-нибудь твердое в измельчителе мусора». Сейчас ежа еще не помню, что перемалывал. Хотя, наверное, перемалывал. Кто переживает за сохранность измельчителя, не переживайте. Он у меня перемалывает косточки от персиков и куриные кости. Ну-ка. Оп. Ну, просто целиком не пролазит. Нужно ломать. А теперь побольше воды. И горем. Все довольно быстро закончилось.